Запись пошла. Сегодня у нас 1 апреля. Владимир, рассказывайте. Так, сейчас. Ну, решился я пойти на сеанс. Смотрел достаточно много сначала сеансов по каналу Love Planet. Там все, конечно, мне это все очень сильно заинтересовало. Даже хотел записаться на сеанс к Елене, но единственное, что у нее запись была аж на 21 год. Потом... Заявку отправляли? я так с ней списывался в Фейсбуке. Даже не было такого разговора. Она потом порекомендовала мне обратиться к ее ученикам. Это к Наталье и к Светлане. Вот им я отправил заявку и записался. Это было на 6 марта. Вот уже хотел уже у них пройти сеанс, потом появились вот эти вот определенные события, которые, в общем-то, которым я уже решил к ним не обращаться. И еще я узнавал у Павла с Моной, то есть как у них обстановка. У них там тоже, в принципе, было где-то сеанс был перенесен на октябрь, возможное время прохождения сеанса это октябрь. Вот, решил пораньше. Потом я отказался, и я с Павлом списался, и Павел порекомендовал как раз обратиться к вам. И вот в итоге я здесь. Вот, наконец настал тот час, когда я в скайпе вижу вас, заранее аспекты подготовив. Да, интерференты ЦИС молчать, сейчас вас будут изучать. И в банку с отражателем закроют. Ну, как-то так. Отлично. Так, вот. Расскажите, какая ваша главная цель сегодня? Главная цель – это повысить качество своей жизни. То есть такая самая, такая основной вектор. Ну и, естественно, он состоит из некоторых составляющих. Ну-ка, я сейчас их зачту. Значит, первое – это научиться самостоятельно чистить свое энергетическое поле, выявлять и устранять каналы оттока энергии, устанавливать защиту. Потом открыть родовую память, генетическую, получить информацию о прошлых воплощениях, повысить уровень взаимодействия между сознанием и подсознанием. Дальше. Отменить все навязанные контракты. Потом убрать все подключки, каналы утечки энергии, отменить последствия обряда крещения. Освободиться от последствий прививок, других факторов, оказывающих негативное влияние. Вот. И по поводу крещения тоже хотел бы с вами посоветоваться, как корректнее поступить, потому что я дважды крестный отец, у меня есть крестный сын и крестная дочь. Вот как по поводу их корректно, то есть исключить свое участие в их, скажем так, или оставить без изменений, потому что сам просто хочу от этого отказаться. Вот и все. Ясно. Убрать, опять же, все блоки, все негативные программы, ограничивающие установки, ограничивающие убеждения. Потом выявить факты магического воздействия, колдовства, влияющие на мое здоровье и события в моей жизни, устранить последствия и организовать обратное воздействие. Да. Выявить и ликвидировать всех интерферентов, устранить последствия их воздействия, выявить и освободить бесплотных. По здоровью найти и устранить причины заболеваний всевозможных, поставить программу на оздоровление и омоложение организма, устранить потребность употребления никотина. Лярва курения, если выявить ее, как бы от нее избавиться. Дальше. Очиститься от всех факторов подавления моей воли, моего творчества, от всех программ саморазрушения, убрать все ограничивающие и ограничения и блокировки способностей, талантов, возможностей, вернуть мне мою силу воли, вернуть собственное управление своей жизнью, вернуть все то, что по праву мне принадлежит, согласно моей истинной сути. Определить и понять свое предназначение в жизни. Подключиться к вселенскому потоку изобилия, повысить свое материальное состояние, обрести гармонию и счастливые отношения в семейной жизни, и также привлечь в свою жизнь как-то больше светлых людей. Подключиться, дальше еще такой тоже момент, очистить ребенка от воздействия всех типов магии и колдовства. Мою дочку зовут Наташа.
убрать Сколько лет? все каналы, ей 6 лет, Мгм. убрать все каналы утечки жизненных и творческих сил у нее и установить защиту. Даже почистить пространство квартиры и дачи, дачного участка и передать информацию о моем освобождении всем моим родным. Это маме, это дочке, жене Татьяны, моим сестрам Ирине, Татьяне и племянникам Владиславу, Татьяне и Ксении. Ну а также передать информацию и там, если, не знаю, по возможности помочь умершим, это моему отцу, его зовут Владимир, моему деду Александру, потом бабушкам Анне и Марии, и моему двоюродному брату Максим, моим дядям, дяде Валерию, дяде Леониду, дяде Владимиру и дяде Рему. Ну и дальше такой еще момент, предстоит замена загранпаспорта, ну и как-то установить защиту от каких-либо таких вот меток, ну, всевозможнейших каких-то там нежелательных, скажем, таких явлений. Ну и попросить прощения у Вселенной за, если с своей стороны кому-то причинил обиду, то вот за это, за причиненный, скажем, вред. Далее по аспектам. Ну, как бы такой один из таких важнейших аспектов это семейные отношения. Так в жизни сложилось, что я достаточно поздно создал семью, как-то до этого все не получалось. Потом, когда вот познакомился с невестой, она меня пригласила домой, и вот познакомился со своей мамой. Вот мама мне как-то сразу не понравилась. То есть такой человек какой-то очень такой негативный, ну какие-то такие были у нее проявления. Ну, дальше, в конце концов, думал, в конце концов, в жену я не ее убираю. Дальше, когда женился на Татьяне, ну и как-то я думал, что все-таки как-то у нее возникнет такое желание жить своей жизнью, жить своей семьей, потому что она очень под жестким маминым влиянием. Там буквально мама читает электронную почту, то есть мама у нее, то есть она под полным маминым контролем, просто таким стопроцентным контролем. Я думал, что когда мы с ней поженимся, у нас все-таки в семье будет все-таки как-то она почувствует в себе роль хранительницы очага, но этого не последовало тоже. Далее потом родился ребенок, я думал, все-таки тут материнский инстинкт сработает, все-таки она как-то будет все-таки как-то ближе к мужу. Ну, а этого тоже не произошло. Ну и в итоге получается так, что дальше я еще, когда вот ну, в семейной жизни просто вижу, что какое-то такое негативное влияние от тещи, то есть как-то она постоянно какие-то манипуляции, постоянно выработать чувство вины, ну, дискомфортно очень с ней общаться. И это зато это меня как-то сподвигло на работу над собой. То есть я стал изучать всяческую литературу, вот в частности, прочел книги, вернее, аудиокниги, прослушал Вадима Зеланда, потом Александра Свияша. То есть такие книги, которые, в общем-то, стали воздействовать на сознание. Я уже стал на все происходящее смотреть немножко другим взглядом. И в итоге появилась некая такая вот напряженность в отношениях. А с женой получилось так, что ей мои вот эти вот темы ей были неинтересны. И она как-то вот, она это не приветствовала, вот это мое, скажем так, увлечение вот этим. А мне как раз наоборот это все затянуло. И я все больше интересных книг как-то на эту тему читал. В дальнейшем как-то, то есть такая вот у нас с ней сейчас мировоззренческая пропасть, и и сейчас имеется некое такое ощущение некого заколдованного круга, потому что, с одной стороны, я как-то это понимаю, что с женой как-то у нас нет никаких точек соприкосновения, у нас как-то вот полностью совершенно разные люди, совершенно разные взгляды, совершенно разные ценности, и как-то вот с ней вот не получается. Ну и плюс, как только любые в семье скандалы, она тупо занимает сторону тещи, а у тещи у нее какое-то такое вот стремление подавления. И более того, что есть у меня подозрение, что от тещи поступают какие-то колдовские воздействия. Ну, как будто бы. Вот это где-то и
как будто бы в мою сторону направлена. На ребенка она очень сильно воздействует. Потому что бывает Владимир, ребенок вдруг... как тещу зовут? Елена. Елена. Хорошо, продолжай. То есть на ребенка какие-то такие воздействия. Ребенок стал более, ну, как-то бывает у него такие, у него бывает нервный, бывает она настраивает против, например, там против моих родственников. Так, ну это вот что касается по семейной жизни. То есть вот желательно, конечно, тоже просмотреть и по возможности как-то ребенка защитить от всех вот вредоносных воздействий. Дальше, что касается другого аспекта здоровья. По здоровью, ну, я получалось так, что в детстве болел много, в яслях как-то не смог оставаться в яслях, то ли много кричал, то ли много плакал, и у меня возникла некая сначала пневмония, потом лежал дома. Потом где-то находился за городом, получилось так, что тоже какой-то был приступ, то ли пневмонии, то ли еще что-то, и по каким-то причинам меня в больницу везли не на скорой, а на такси. Тоже. Но там, как мне сказали, вот мама с сестрой тогда в этом присутствовали при этом, они говорят, что я буквально был там на грани жизни и смерти. Ну а дальше, потом в детстве была астма, потом где-то она так затихла, и буквально недавно у меня астма, ну сравнительно недавно появлялись отдельные приступы. Даже вот в 2016 году было такое тоже у меня момент, находился на даче, все было хорошо, вдруг ни с того ни с сего возник приступ, хотя свежий воздух, все было хорошо. В 2016 году, в конце 2016 года, где-то попал в больницу тоже. Вот. Тоже был сильный такой приступ астмы. Но тоже там было подозрение, что как будто бы вот как-то получилось так, что я в комнате находился, ну, я в комнату зашел, там была теща. Как-то она на меня злобно посмотрела, что-то такое злобное сказала, и как будто вот после этого тоже были вот какие-то приступы. Есть подозрение, что там какое-то было воздействие. Ну, а так у меня вот иногда были боли в левой ноге. Сейчас вроде как ничего, сейчас вроде так более-менее нормально. Так имеет место искривление носовой перегородки и такой вот насморк достаточно продолжительный. Ну, в принципе, так не напрягает, но все равно как-то вот такой вот есть момент. Значит, что касается учений дальше. Достаточно много слушал аудиокниг. Все началось с того, что сначала просто читал книги. Читал книги Дмитрия Верещагина, по крайней мере, появились некоторые представления об энергии, но практиками не занимался как таковыми. Потом там, Владимира Мегре. Много слушал аудиокниг. Это и Вадим Зеланд, и Наполеон Хилл, Александр Свияж, Джо Витали. Достаточно большой список, я всех не припомню. Но постоянно так слушал. После того, как я слушал аудиокниги и смотрел ролики Николая Левашова, у меня появилась тяга к ведической Руси. Стал этим вопросом стал увлекаться. Даже так получилось, когда я уже понял истинную суть христианства, я уже перестал носить крестик. Потом себе купил оберег в виде коловрата. Стал как-то его носить даже интересно. Когда вот я этот оберег одел, у меня даже какое-то такое чувство появилось, что какой-то такой положительный такой приток энергии, какое-то такое приятное такое ощущение. Но этот коловрат не понравился дома ни моей жене, ни моей теще. Они мне говорят, мы, говорит, тебе не разрешим носить. Я говорю, что я вас спрашивать не намерен. Ну, возможно, да, возможно, что-то в этом такое вот тоже сыграло. Дальше стал вот этим вопросом заниматься. Тоже вот это есть интерес к ведической Руси, вот к этим вот книги всякие на эту тему, ролики тоже посматриваю. Дальше, что касается дальнейших учений. Я прошел онлайн-курсы Сергея Змеева. Это курс Нейро Инсайдер, это по торговле на бирже, там, и курс Хозяин судьбы. И вообще интересно, однажды вот ролик Сергея Змеева такой есть, называется «О денежно-энергетических вампирах». И вот однажды, когда я этот ролик посмотрел, как будто бы в моем сознании что-то так вот перещелкнулось, потому что он такую там четкую грань провел, разделил всех людей на действующих и утешающихся. То есть люди, которые там как-то вот работают над своей жизнью, там берут ответственность за свою жизнь, это категория действующих. Те, которые как бы вот там, вечно ищут кого-то виновных своих там неудачах, это утешающиеся, то есть которые, и как-то вот этот ролик на меня повлиял, и как-то вот так стало очень привлекательным стать действующим человеком, как-то вот в этом плане стал
тоже информацию. Ну и прошел у него курс «Хозяин судьбы». Дальше еще я как бы так в онлайн-группе участвую. Это Владимир и Валерия Дубковский. Это вот авторы книги «Нектар для души». То есть я эту книгу тоже прочел, вернее, прослушал, очень интересная. И у них состою в группе. Вот. Ну, тоже у них достаточно интересные такие материалы всякие. Дальше стал заниматься йогой. Вот тоже такой момент по поводу подключки. У нас в йоге сначала при занятии курс общефизических упражнений, асаны, а потом такая групповая медитация. Вот тоже такой вопрос. Это медитация, это там есть какая-либо подключка или это там как-то вот она не влияет на что-то? Единственное, что я заметил, что после занятия йогой как-то вот стал более спокойный, более уравновешенный. Даже когда ехал за рулем машины, не было какой-то необходимости ехать с более высокой скоростью. Почему-то как-то вот даже сам удивился, что обычно так, ну, любил иногда так похулиганить, а тут вдруг как-то это намерение исчезло почему-то. Дальше что? Ну и какие-то отдельные разные моменты. Вот в детстве. Ну, когда мне было лет 5, меня почему-то в панический страх вводила эта заставка по телевидению. Было такое, ну, старое советское телевидение, там была заставка интервидение. Она в форме такого глаза, как будто вот такие вот надписи кругом. И почему-то меня она очень сильно пугала. Еще музыка такая была очень почему-то. Дальше. Так, однажды на даче был такой момент, вот ночью. Темная комната, мы ночью, и вдруг посреди комнаты вспышка, такая яркая вспышка, непонятно, что это такое, вроде как свет выключен, то есть какое-то электричества там никакого не было посреди комнаты, какая-то яркая такая вспышка, тоже вот удивила, почему. Дальше вот. Да, вот тоже интересный такой момент, ну где-то в 2015 или 2014 году я оставался один в квартире, и темное время суток, тогда какую-то слушал аудиокнижку, и там приводился такой пример медитации, когда вот надо просто, допустим, расслабиться, лечь и все мышцы расслабить. И когда я остался один в квартире, я решил, тоже никто не мешал, не отвлекал, решил попробовать. И как-то вдруг какой-то непонятный такой поток, как будто меня снизу подхватил, как-то поднял наверх и стал раскручивать просто вот так в горизонтальной плоскости, но при этом голова не кружилась. 2 раза это было, потом больше не получалось это повторить. Ну, дальше еще такой момент был интересный, где-то, может быть, год, может, 2 назад. Стояла на железнодорожной платформе, ко мне подошла девушка и задала какой-то такой простой вопрос, например, там, какое это направление, куда отсюда электрички ездят, какой-то простой, элементарнейший. Но у девушки почему-то у нее глаза были целиком белые, без зрачков. Это как-то меня напугало почему-то. Так, когда йогой занимался, тоже вот в одной из медитаций у меня было такое ощущение, как будто я куда-то проваливаюсь, как будто вот что-то такое непонятное такое вот было явление. Хотя до этого вроде как сколько раз это ходил, такого не повторялось. Ну и по поводу дочки, почему-то вот дочка боится телепузиков. Как-то однажды я ей показал этот мультик, это у нее просто вызвало очень сильный страх, и даже вот ни в коем случае, даже нежелательно про них говорить было. Вот, что еще? Ну и по вопросам. Вопросы это меня увлекло слушание мантр. Это, в частности, Дева Премал, красивые мантры. Вот как они влияют? Они благотворны или в них что-то такое не то? По поводу мантр. Второй вопрос. У Сергея Змеева есть такая практика, называется ЭМИ, энергомагнитная интеграция. Вроде как я делал эти упражнения, ну, вроде как такое положительное воздействие, вроде как, но тоже проверить, насколько они вообще экологичны, скажем так. Дальше в сети нашел информацию о том, что было умышленно искажено определенными силами. Это вот в музыкальных произведениях нота ля вместо 432 Гц 440 Гц звучание ноты. И якобы музыка, в которой доминирует эта нота, она оказывает негативное воздействие. И были приведены варианты, как это можно перекодировать звуковые файлы, чтобы они благоприятно воздействовали на частоте 432 Гц.
пробовал сделать, послушал, да, музыка звучит по-другому, но, опять же, есть ли здесь какой-либо подвох? Ну и еще хотелось бы в дополнение всего это проверить все чакры и включить их на полную проектную мощность. Так, ну у меня все. Что-то немножко Хорошо. Все четко, все понятно. Отлично. Тогда отключите микрофон, пожалуйста. Так, сейчас. Угу. Хорошо. Вика готова? Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 4. 3. 2. 1. Что ты видишь? Где находишься? Я нахожусь в эфирном пространстве, и вижу, мне приходит заготовка конструкции. Так, чуть-чуть тихо тебя слышно. А сейчас Да, хорошо. я говорю, что я вижу, как заготовка конструкции мне приходит. Угу. Вот рука, ну, она отдельно, черная рука, находится в браслете. От этой руки идет такая цепь, как бомбочки такие. Это находится отдельно. И такой шлейф такой идет, как какая-то платформа к сектору колдовства. Но это оно выглядит как само по себе стоит. Угу. Хорошо. На счет 3 в эфирном пространстве найди эфирное тело Владимира. Владимир. 1, 2, 3. Да, я его вижу. Считай его. Это он. Угу. Спроси разрешение на работу с ними для него. Да, он разрешает. Хорошо. Я вижу его. Угу. Сначала я увидела такую энергосферу, она такая большая. Но потом я увидела, что эта энергосфера как бы внешняя, она как бы не его. А его энергосфера маленькая, и он находится там внутри. Затемнение идет с левой стороны. И вот что интересно, вот эта конструкция с этой рукой, она как раз соединяется с внешним этим шаром. Угу. И именно с внешним шаром оно соединяется, и идет вот этот, соединяется с сектором колдовства, и уходит такие, как бомбочки, тоже в сектор интерферентов. Как бы шар в шаре, и верхний шар как-то отдельно от внутреннего. И к внешнему шару идет вот это как приделанное, то есть как искусственно
как будто его туда вставили, но он не принадлежит этой системе на 100%. Мгм. Так. Что И еще? идет такая как бы ложная какая-то чувство ложной какой-то беспечности в связи с этим внешним шаром. Я так Мгм. полагаю, что его нужно в первую очередь убирать, потому что эта конструкция, я вижу, что а, это как все те конструкции, которые мы видим после того, когда люди записываются на сеанс Келени. То есть Мгм. даже если они не проходят сеанса, то эта конструкция, она номинально присутствует в энергосистеме человека. Мгм. Да. Спроси у Владимира, видит ли он, что происходит в его пространстве, и осознает ли он это. Он такой маленький почему-то. Я говорю, что для начала он может повысить свои вибрации, что для этого он может вспомнить какие-то счастливые моменты в своей жизни. Но он, да, повышает вибрации. Сейчас я вижу, я подумала, почему эта конструкция присутствует, если еще ничего не происходило. Но на самом деле мне приходит, что это вот матка, которая подключилась Елена, она имеет такую очень наглую, Мгм. и она очень умело пользуется нашей же реальностью. Наша реальность такова, что на физическом плане у нас есть как будто бы шкала отсчета времени. Прошлое, настоящее и будущее. Но в эфирном пространстве это все как одно. Я говорю, что Владимир сейчас просто может посмотреть своим внутренним взглядом, своим внутренним взором на все те решения, которые он принимал раньше, и которые привели его к той жизни, к тем условиям, которые он имеет сейчас. Что эти все решения, они одномоментны в его подсознании, в эфирном пространстве, они буквально, можно сказать, висят в один момент. То есть если он когда-то решил пройти сеанс, записался, а в этот момент Елена была подключена и скреплена договором с этой тварью, что все ее клиенты будут подключены к этой твари, то это его решение, по мнению этих тварей, как раз и есть доказательством его желания подключиться к их энергиям. Мгм. Я его спрашиваю, как он думает, что ему нужно сделать. Да, он правильное решение. Ему просто нужно зайти в тот момент. Перед тем моментом, когда он решил записаться к Елене Гилевой на сеанс и отменить его. Мгм. Он отменяет. Я вижу, что он эти переговоры отменяет. И буквально его рука освобождается от этих гирь. Я говорю, что он может приказать всем виновникам этих конструкций номинальных убрать себе все эти воздействия, программы,
Также программа на убыток стоит уже номинально, она уже работает. Мгм. То есть я вижу, что даже те люди, которые каким-то образом хотели провести сеанс, то все равно идет, не снова вот это слово слышу, технократия. То есть это использование нашей же естественной матрицы в своих целях. Так, сейчас я хочу почистить пространство, и я вижу, что здесь задействованы программы защита на снятие колдовства, потому что Хорошо. это все воздействие имеет техномагический характер, Давай почистим. но как вирус распространяется в эфирном пространстве и работает через систему принятия решений. Мгм. На счет 3 наше рабочее пространство очистится от всех эфирных ловушек, кривых зеркал, искажений, морока, от всех защит на снятие магии. Ты будешь считывать только истинную и правдивую информацию. 1, 2, 3. Да, я вижу, что это очень помогло, и Владимир моментально освободился от этого, его осознанность освободила. И он показывает первоисточнику, показывает этот беспредел и это хамство. Потому что на самом деле негативными фибрами души не соглашался бы и не соглашался на присутствие этих черных энергий в его пространстве, он не соглашался на эти подключки. Я говорю, что сейчас он может отменить все эти решения в своем подсознании, которыми он сейчас в данный момент удерживает эти энергии возле своей энергосферы, в своем ближнем пространстве. Мгм. Он это делает, и это все уходит. Я вижу, как Елена забирает своими руками это все, потому что она посредник, ее использует это как человек-портал. Даже те мысли, которые она направляет по отношению к какому-то человеку, оно само собой, оно уже заразное, потому что через нее проходят вот эти каналы воздействий. Мгм. Так. Я говорю, чтобы он ей отдал все, приказал, чтобы она забирала все эти порталы, подключки, энергии, программы. Он отвергает это все, да, он отменяет все эти решения. И эта черная энергия ее поглощает, она забирает, вот так вот все тянет. И это все она уходит в тот портал, в сектор интерферентов. Он ей еще что-то отдает, запихивает туда в этот портал, крышку закрывает, портал утягивается, как будто бы проглатывает ее вместе с этими конструкциями. Я говорю, чтобы он стер с информационных полей всю информацию о просмотрах этих роликов, зараженных этой энергией, а также все свои решения, которыми он удерживал, чтобы он тоже крепко закрепил в своем подсознании и поменял на решение быть абсолютно свободным, абсолютно здоровым, счастливым, ответственным за свою жизнь, за свои решения. Так. Его Мгм. энергосфера очень сильно увеличилась. Пошел такой яркий свет. Какой-то он как-то спонтанно появляется. Буквально как будто бы даже слепит. У него вот эти энергии как-то проходят по его энергосфере не очень естественно, скажем так. То есть идет вот такие разные потенциалы,
вот в левой части все затемнено, а здесь идут такие очень яркие вспышки, и они похожи на северное сияние. Вот так они распространяются, вот так по энергосфере такими пластами сияющими. И освещает вокруг, он своей энергосферой, она освещает пространство вокруг, вот это сияние. Я говорю, видит ли он, как он выглядит, чтобы он может обратить внимание на себя. Я вижу, что он смотрит, и у него вот здесь на руках находятся такие, как пласты такой яркой энергии белой. Но она такая какая-то плотная, не сияющая. А сквозь эту энергию просачиваются такие лучи. А эта энергия, которая как будто бы блокирует вот эти лучи яркие, которые буквально вырываются с этих меридианов. Спроси, Владимир, что это такое? Мне интересно еще посмотреть, сейчас я его спрашиваю. Он смотрит, что у него такая же накладка на груди, вот здесь. И тоже с сердечной чакры, тоже вот так вот такие лучи просачиваются сквозь вот эту энергию. И я вижу, что эта энергия, от этих энергий вот идет подключки в сектор магии и колдовства. Оно имеет какое-то гипнотическое, вот, как гипноз. Эта энергия, она считывается как гипнотическое воздействие, гипноз или самогипноз, что-то такое. Ну, я имею в виду, это энергия, которая блокирует его. Я вижу, что я смотрю сейчас на его энергосистему, и в каждой чакре, и даже в этих чакрах, которые находятся, вот, ну, если наше физическое тело взять, то оно как бы продолжение позвоночника идет. Сзади оно выглядит как продолжение позвоночника. То в этих чакрах, буквально в каждой чакре находится как черный шарик. И между этими шариками тоже такое соединение, как на веревочке все эти шарики. И заблокировано до самого низа. Пока сектор интерферента вообще не видно. Видно только сектор магии. Вот это такое интересное свечение. Хорошо. Покажи это Владимиру. Видит ли он это и осознает ли? Да, он видит. Я вижу, что его рациональная часть, что вот это касается его подсознательной части. А его рациональная часть как бы безучастна. И там такой блок между сознанием и подсознанием. То есть фактически ему на данный момент трудно осознавать свой внутренний мир. Хорошо. Тогда пусть на счет 3 появится ответственный за эту всю конструкцию. 1, 2, 3. Так, я вижу, сейчас пришли два ответственные за две конструкции. Первый за черную, второй за белую, скажем. Так. Ну, давай первый, кто там? Тот, кто первый
за белую конструкцию. Какой-то человек, какой-то мужчина, который как-то проник в его пространство и вот так вот как будто бы наклонился. Вот, и статично так стоит там. Но его ноги уходят, он сверху, как будто бы белый. То есть его позиция, то есть на словах он позитивный, на словах он как бы приверженец света, но я вижу, что это сверху только, а внутри у него черная суть, и он подключен обеими ногами, вот так стоит к этому порталу черному. И я вижу, что этот человек фактически имеет отношение к тем конструкциям. Выглядит как мужчина в костюме. То есть считываются те же самые энергии, то есть он подключен к тому самому порталу, что и была подключена Елена. То же самое все. Угу. Как его зовут? Он почему-то не отвечает. Он обязан приказываю на счет назвать свое имя. 1, 2, 3. Он называет себя Алексеем. И в этот момент он ретируется в этот портал. И вот эти белые подключки оголяются, становятся черными. Так, спроси у него, что он такое делает в пространстве. Но я вижу, что он не Алексей. Я приказываю ему принять форму в соответствии с его ДНК. А этот человек оборачивается сейчас ко мне лицом. У него книга в руке. Этот силуэт мужчины в черных очках. Зеланд. Зеланд. Понятно. Хорошо. Покажи это Владимиру и спроси, осознает ли он, кто у него здесь находится в пространстве. Он сейчас как бы проходит ревизию. Я говорю, что он может включить работу своего внутреннего критика и отделить позитивную информацию от негативной, что он может найти соответствие в своей энергосфере, в своем понимании высокочастотных энергий, соответствие истины, и соответственно этим критериям может разделить всю ту информацию, которую он получал с этих книг, на две коробки, скажем так, на два места. В одну сторону, чтобы он истинные знания, полезные с этих книг положил в одно место, а вот этот вред, этот негатив, который проходит через него, через этого человека, в другую коробку. Угу. Да, он это сделал. Я вижу, что истины, там получилась такая небольшая коробочка. У нее вот так вот, она энергетически поднялась высоко. А эта темная энергия, это большая коробка.
она внизу в секторе интерферентов. Сейчас я говорю, что Владимир может оценить это положение, разделить, оставить себе эти знания как истинные, разрешить им находиться энергетически в его пространстве, а все, что не соответствует этим вибрациям истины, чистоты, света, он может просто убрать из своего пространства силой своей воли, силой своего решения. Можешь посчитать, чтобы ему легче это было. Хорошо. На счет 3 он это все сделает. 1, 2, 3. Он это делает, и я вижу, что эта конструкция этого человека тоже похоже, как бы рука закреплена в секторе подписания контрактов. И правая рука. И я говорю, что почему-то снова считывается имя слышу Алексей. Что Владимир может зайти в тот момент, когда он решил принять в свое энергетическое пространство эти знания, и он может отменить. Они ему не нужны, ему нужны только знания, которые несут свет, достаток, позитив, все, что связано с черным миром, с теми темными энергиями, он может отказаться и выбросить из своего пространства. Я говорю, что он может расторгнуть все контракты. На самом деле он никаких контрактов не подписывал, но чтобы темные, они же просто цепляются за разные энергетические какие-то блоки, за наши решения. И это представляют как доказательство соглашений человека на присутствие этих энергий. Я говорю, чтобы... лишнего повода, да. Пусть все. И чтобы Владимир просканировал все свои решения, все свои энергии, которые соответствуют каким-то этим вибрациям, чтобы он отправил все это в портал вместе с этими книгами, с этим человеком Зеландом. Да, у него получается. Он еле освободил свою руку, а этот Зеланд, ну это образ, конечно же, энергия начала как бы продавливаться обратно. Он его стукнул кулаком по голове, и тот ушел. Я говорю, чтобы он убрал эту руку, которая, у него как бы рука, вот это образ руки, которая находится как бы в секторе приносения в жертву. То есть те люди, сейчас я вижу, которые питают Зеланда и которые не включают вот этот механизм внутреннего критика, то есть не отсеивают как бы истину от лжи, или, скажем так, истину, свет от тьмы, вернее, так сказать, потому что там на самом деле почти все как раз и есть истина. Да? Только не говорится, когда, вот почему вот идут такие ловушки. 95% истины и 5% лжи как раз переворачивают, создают этот эффект перевертыша. Потому что человек тогда не может осознать, что это практически работает на негативный темный источник. Что-то у него вообще не получается. Я говорю, если так не получается сделать ревизию всех этих знаний, тогда он может, если хочет, может отсоединиться от этого эгрегора, своим решением воли отменить тот момент, когда он впервые решил слушать книги Зеланда. Хочет он это сделать? Ну, его имя Вадим, по-моему. Да.
Да, вот пришло имя воде, почему он Алексеем называется, тоже непонятно. То есть это идут, вероятно, защиты, это технократические вот эти точки темные используют, черномагические, чтобы проникать в систему наших решений и управлять нашими внутренними программами. Да, он ищет то время, он ищет бы расписку эту какую-то. Он пишет и отдает этому Зеланду, и тот уходит в портал. Я говорю, чтобы он поднимался с этого пространства, отдавал этому человеку все то зло, которое он принес в его пространство. Вот. Но я вижу, что позитив он себе оставляет. Ну хорошо. Я говорю, чтобы он отсек все, что ему мешает быть свободным, приказал этому Зеланду убираться своему хозяину, тут нижний портал, и закрывать портал. Он закрыл. Так, что ты дальше видишь? То есть сейчас я говорю, чтобы он просканировал все свое тело и посмотрел, есть ли изменения после того, когда он отключился от этого Зеланда. Сейчас я вижу, что вот эта поляризация в его пространстве куда-то исчезла. Считываются энергии такие очень негативные, и там какой-то человек в его пространстве, в секторе колдовства. Я вижу, что это женщина. Она делает какие-то ритуалы, спички зажигает в какой-то темноте и делает такие движения странноватые. Она вот так выглядит, вот представь себе, как будто бы человек стоит у двери, а с ней из-под двери видно такой свет, который там проскальзывает в эту щелочку. И она вот так вот стоит, и она нагнулась, это припогибла. И я смотрю, что это она делает. Она этот цвет превращает в черный. Что-то лепит туда, что-то энергию черную туда подкладывает. Я ее спрашиваю, что она делает. А у нее лампадка в руках. Похожая на такую лампадку, мне почему-то приходит вот Восток, а слово пришло еврейское почему-то. Может, древние евреи, когда писали свои писания, этой лампадкой пользовались, или это идет такая просто ассоциация, потому что вижу какая-то иллюстрация из какого-то журнала или с книги этой лампадки, похожа на лампу Аладдина, что-то вот такое. Я ее спрашиваю, что она прячет за спиной. И она говорит, что это волшебное зелье. То есть лампадку она называет зельем волшебным. И я прошу, приказываю, чтобы она показала, что это за зелье у нее. Да. Я вижу, что она эту штуку, эту лампадку, она так развертывает ее. Она так бросает. И она, как будто бы такой ковер развертывается. Эта лампадка превращается в такую скрученную трубочку. И сейчас эта трубочка развернулась. И я ее спрашиваю, что это такое. Я вижу, что это какие-то письмена, они написаны как будто бы
арабским шрифтом, таким тоненьким, черным. Но они просто не написаны, а как будто бы объемные, как будто бы они просто эти висят в пространстве. Это все как какая-то голограмма. То есть я вижу это письмо как бы изнутри, его энергетическую суть. Мгм. Спроси, кем приходится Владимиру эта женщина? Она говорит теще. Ага. А вот это, эти заговоры, это ее, я спрашиваю, где у нее находится вот это, что это такое, знание, что ли, кто ей это дал, кто ей приказывает, потому что она находится как бы в открытом портале, такой Мгм. дырке. Вот вокруг такая дырка, она просто с этого портала, с этой дырки, то есть можно сказать, что Владимир находится в опасной зоне. То есть эта женщина буквально проделала в его пространстве портал. То есть женщина-портал, человек-портал. Мгм. Я говорю, чтобы она показала, что она делает с помощью этой так называемой лампадки. Я спрашиваю, почему она называет этот сверток с этими письменами, почему она называет это лампадкой и волшебным зельем. Чтобы она показала, что она делает с помощью этой лампадки зелья. Я вижу это изнутри, как будто бы ДНК Владимира. И она буквально там стоит как монтер, какой-то мастер, и она заменяет какие-то части. Она отрезает и вставляет. Я говорю, ну хорошо. Чем это выливается на физическом плане? Как чувствует это воздействие Владимир на физике? Мгм, да, как это на него влияет? И я вижу, что это влияет таким образом, что его рациональная часть сейчас как будто бы каменеет. И он, вот эта способность чувствовать свой и видеть свой внутренний мир, вот эта коммуникация между сознанием и подсознанием, то есть она практически отсутствует. Мгм. Я слышу блокировка, и также он мне показывает, что это идет как порча на уровне генетики. Мгм. Так, спроси у нее, зачем она это все делает? Ей кто-то приказывает? Когда ты это спросил, то в этот момент показалась сущность, а, она заполнила собой вот этот весь проем, ту дырку, из которой она выглядывала. И она так угрожающе засычала на Владимира. И я вижу, что с той стороны там буквально эта энергосфера как будто бы поедена. Это удары. Вот эти энергетические удары, я вижу, Владимир буквально как будто бы вот, ну как бы во время этого боксирования бьют этого Мгм. человека, боксера. Вот такие же очень сильные удары она делает по энергии, по энергосхеме, системе Владимира. А мне приходит вот эта схема постоянно.
Но нам нужно посмотреть, что за схема. Я слышу, что это матрица его поведения изменяется. Так. Я хочу посмотреть те программы, которые устанавливает эта женщина сознательно или бессознательно, исполняя волю своих интерферентов. Угу. На счет 3 ты увидишь все эти программы. 1, 2, 3. И я вижу, что самая такая большая программа, она выглядит, как будто бы Владимир вот так ноги прямые, а спина вот так вот стоит горизонтально. И какая-то палка сектора жертвоприношений. Ну, понятно, что почему из сектора жертвоприношений, потому что через людей порталов темные достают всех тех, кто находится в их окружении, кто каким-либо образом взаимодействует с этими людьми, все попадают, как сказать, под раздачу. Вот. И эта черная палка бьет его по спине и вот так под коленами, что буквально его как бы сбивает. Так, какие еще программы? Ну, также я вижу, что вот у него вот это срабатывает механизм защиты, и поэтому он говорил, что пошел на курсы, которые помогают ему осознать типы поведения людей Угу. и осознать свою ответственность в своей жизни, осознать то, что другим людям не нравится, когда человек имеет свой внутренний стержень, придерживается чистых идеалов. Людям порталам это, конечно же, не нравится, и они по своей сути очень наглые, они не уважают своего личного пространства, потому что у них его просто не существует, они поглощены этими своими интерферентами, потому что только свободный человек может осознавать и уважать свое личное пространство и пространство других людей. Вот, поэтому она как бы дает право себе почему-то вторгаться не, бесцеремонно в дела других людей, решать за них эту судьбу их, скажем так. И, конечно, для них это очень плохо. И я говорю, вот она уменьшается, буквально ее уже не видно с этого черного пятна. Угу. Что осознает ли она, что она на самом деле находится как рабыня в пространстве Владимира. Она пытается там восстать, что-то там сопротивляется, что-то там кричит, угрожает и пытается вот что-то с этой сделать лампой, что она нервно дергает и эту лампу, и этот свиток. Угу. Я говорю, что у нее есть 1 секунда на то, чтобы она могла самостоятельно по своей собственной воле убрать все эти воздействия, раскаяться, так сказать, и ликвидировать все эти подключки, энергии и программы. Ну, конечно же, что она отказалась. Ну все, она свой шанс потеряла. Тогда Да, скажи, пусть Владимир прикажет ей забрать всю свою магию, все подключки, все, что она на него навесила, пусть забирает все себе. да, он приказывает, и я вижу, что она стаскивает с него энергии, как огромные такие какие-то плотные тучи
серого, черного цвета, и такие под ключик много. Я говорю, чтобы он одновременно повышал свои вибрации, осознавая, что он хозяин своего пространства, он хозяин своих решений, и только он имеет право решать, принимать решения, какие бы то ни было. И сейчас он может изменить в своем прошлом, в настоящем и в будущем все те решения его воли, когда он разрешал этой женщине с ее негативными энергиями и программами вторгаться в его пространство, изменять его генетический код, изменять его тип поведения, понижать качество его жизни, понижать его самоосознанность. То есть он все эти решения отменит на противоположное, что он хозяин своего личного пространства, что он запрещает кому бы то ни было вторгаться без его согласия, разрешения и устанавливать какие-либо воздействия, программы, энергии, чтобы он приказал этой ведьме немедленно убрать все эти программы, воздействия, подключки, а также все те негативные последствия, которые она успела уже сделать. Угу. На счет 3 Владимир это все сделает. 1, 2, 3. Я вижу, как он освобождается, он просто, его энергосфера выплывает с этой конструкции. И это такая конструкция, что этой тете, конечно, не позавидуешь, потому что у нее места не хватит, чтобы принять эту карму. Я говорю, чтобы он приказал, чтобы она немедленно все забрала себе. И она уже там с этого портала все это утягивает. Вот карма пошла. То есть я слышу, как ее там уже грызут эти ее господа, потому что они же не прощают, когда отключаются от них их жертвы. И они тогда нападают на это своего же посредника. Я говорю, чтобы Владимир закрывал этот портал. Он это отсек, все отдал этой ведьме, и такой пробкой закрывает этот портал. Я говорю, чтобы он это пространство с этими событиями, с этой тетей, с этими всеми последствиями сжал в шарик и выбросил на уничтожение в портал. И почистил все свое пространство во всех временах, стер со всех информационных полей присутствие в его энергетической сфере, все эти программы, энергии, эту тетю. Я говорю, чтобы он привязки все убрал. Угу. Все. Он еще больше поднимается в эфирном пространстве, становится легким. Угу. Хорошо. Как сейчас выглядит его сектор магии и колдовства? Сейчас в этом секторе ничего нет, но идет подключка, тянет его подключка в правую сторону, в сектор интерферентов. И еще у него вот левая сторона, какая-то тучка, облако какое-то серое. Но мы к нему вернемся потом. Вероятно, это какие-то энергии его собственные. Посмотрим. Угу. Хорошо. Тогда идем в сектор интерферентов. На счет 3 приказываю появиться всем интерферентам Владимира. Они появятся, рассядутся по банкам с отражателями. 1, 2, 3. Почему-то такая картинка, что они такие просто ползет в пруд. Такое впечатление, что Владимир их тащит. Они не хотят уже этого, но он их притаскал, тащит на такой веревочке. Первый спрут, второй какой-то рептилия с хвостом, но она какая-то невидимая, что ли. Меняет цвет, то темно-зеленое, то прозрачное, то какое-то белое. Хорошо, я его накрываю тоже. И маленький серый.
они боятся его. Вот этот серый смотрит на... Вот вообще энергосфера Владимира, она, знаешь, на что похожа? На что? На прожектор. М, Она как-то сверху вот так затемнена, вот сейчас именно, да? мгм, На прожектор похоже. А здесь вот такой свет идет. мгм. Потому что отяжеление идет с сектора подписания контракта. Вот. Сверху что-то не дает ему, как бы закрыто, заблокированная 6-я и 7-я чакра. Мгм. Идет такое воздействие, которое считывается как препятствие к слиянию с первоисточником, слиянию с энергиями первоисточника, полному осознанию и воссоединению своим высшим я. Мгм. Хорошо. Посмотри, как идут подключки. Я говорю Владимиру, чтобы он чуть-чуть свет свой выключил. Ему пришлось чуть-чуть понизить вибрации, чтобы я рассмотрела. Мгм. И я вижу, что подключка идет от первой чакры, заблокирована первая чакра. Потом огромный имплант стоит на голове, вся голова закрыта. И какая-то штука, какая-то деталь этой конструкции находится у него вот здесь, как рука, вот так. И идет подключка к 5-й чакре, вот сюда. Мгм. От этой какая-то, ну это такая конструкция на голове у него, а здесь такая какая-то штука. И вся голова внутри находится, внутри этой, как шлем. Там много всего, там и стекло, чтобы он мог видеть, и разные кнопочки, всякие детали. Это находится у него, как будто бы голова вся одета в такой шар, как скафандр. Но это не прямо шар, там много всего. Разные формы присутствуют, разные материалы считываются. Это эфирный имплант. Вот идет к голове, то есть полностью заблокирована 6-я и 7-я чакра. Никакой коммуникации с своим высшим я нет. Полная блокировка. Понятно. Что еще? Больше ничего нет. Мгм. Хорошо. Тогда на счет 3 пусть Владимир покажет момент и ситуацию, когда был подписан контракт. 1, 2, 3. Но я вижу, что э, Владимир как-то не может найти этот момент. Я говорю ему, что на самом деле он как бы не подписывал контракт, но так считают темные. Они считают, что было какое-то соглашение, когда он якобы разрешил им находиться в его пространстве, и якобы он подписал этот контракт, по которому они берут ответственность за его жизнь, и он передает ответственность за свою жизнь в их руки, передает руководство им. Это они считают контрактом. Я прошу, чтобы он показал тот момент, когда впервые в его этой жизни или в какой-то из предыдущих такой момент был, и когда он впервые пустил в свое пространство этих паразитов. Мгм.
Пусть он отыщет этот момент и на счет 3 покажет, и ты увидишь. 1, 2, 3. Так, хочу снять защиту какую-то. Ему трудно найти этот момент. Я говорю, чтобы он снял этот имплант с головы. Он же разрешил каким-то образом этому импланту появиться. И он может сейчас приказать, чтобы эти сущности забрали все свои подключки, импланты, программу, и пусть стоят. Пусть он положит это все возле их ног. Угу. Я говорю, чтобы он им приказал, чтобы они, не прикасаясь к его энергосистеме, немедленно убрали этот имплант, а также все другие, и положили все возле себя. Он это сделал и вышел с этой конструкции. Я говорю, чтобы он ее сложил возле ног этих паразитов. Угу. Не-не-не, никуда ходить не нужно. Нужно расторгнуть контракт. Да. Он уже свободный, но хочет уже уйти. Подожди, чуть-чуть. Я говорю, что он должен изменить настройки в своей внутренней системе, чтобы преградить дальнейшие попытки проникновения этих тварей в его пространство. Я говорю, чтобы он показал. Дал в морду этому все. Все. Так. Я говорю, чтобы он показал тот момент, когда он впервые почувствовал эти энергии на себе, и он каким-то образом разрешил этим интерферентам находиться в его пространстве. Пусть найдет этот момент и покажет. Он говорит, что такого момента не было. И он показывает, то есть такое впечатление, и что нет контракта. Сейчас будем смотреть. Давай Контрактов тогда... на самом деле тоже, точно их не существует, потому что ни один человек, который, кроме тех, которые сознательно подписывают контракты, вот они идут как-то, кого-то встречают, этот кто-то называет себя там духом Шамбала или еще что-то, обещает там какие-то преференции, деньги, успех, какие-то тайные знания, умения. И человек заключает договор. Это в народе называется продать душу дьяволу. Кроме этих контрактов, на самом деле других контрактов как бы не существует, потому что человек не соглашался на эти подключки и на эти влияния. Но тем не менее я прошу Владимира, чтобы он показал. Он показывает какие-то картинки, связанные с ранним детством. Ребеночек маленький, совершенно маленький, и его кто-то несет на руках. Его несут очень быстро, спеша. Я не вижу, кто несет, но я вижу руки. И его приносят куда-то, этого ребенка приносят, положили на стол и как бы разворачивает одежду, что ли, вот так. Маленький ребенок. Его слушает доктор. Я говорю, понятно. Это связано с болезнью в раннем детстве. Пневмония? Да, это в этом воплощении. Я говорю, чтобы он сейчас посмотрел, что... я посмотрю. У него не очень это
получается, что происходит. Вероятно, из-за плохой коммуникации между сознанием и подсознанием. Сейчас я считаю с эфирного пространства, что происходило в тот момент на эфирном плане. Да, в этот момент был типа подписан контракт. Я вижу, что он попадает в эфирное пространство, в темное серое пространство. Там идет эта рептилия, сзади него спрут. Этот серый как будто бы готовит, то есть показывает дорогу этим интерферентам, что типа вот все подготовлено, то есть он уже свою работу сделал, ребенок заболел. Мгм. В тот момент, когда ребенка принесли в больницу, положили на стол в эфирном пространстве этой ситуации, я вижу, что ребенок в тяжелом состоянии, и его эфирная часть на какой-то момент покидает его тело. То есть в тот момент, когда его положили на стол, его эфирная часть, душа, так сказать, почти полностью выходит из его тела, только чуть-чуть удерживается вот в сердечной чакре. Так, что И в этот происходит? момент происходит подписание контракта. Сейчас я послушаю, на каких условиях. Мгм. Идет шантаж, ему говорят, что мать не переживет такого горя. И, ну, если он умрет. Мгм. Говорится, что ему нужна какая-то, ну, буквально это считывается как какой-то допинг. То есть порция чего-то, что может вернуть его в жизнь. И я вижу, что в этот момент он вот так смотрит, ребенок же не осознает до конца, что он сильная, могущественная душа, и может в этот момент себя излечить, всех, кого нужно послать, куда нужно, и быть свободным. Поэтому они же и создали нам эти тела, которые нас буквально как в темнице держат. Мгм. Вот. И я вижу, что он смотрит, что ему делают. В этот момент доктор, они ставят то ли капельницу, то ли какой-то укол, но с точки зрения энергии очень такое негативное воздействие. То есть оно, ну, может быть, не то, что негативное воздействие, а противоестественно, очень сильно отличается от энергетики самого ребенка, скажем так. Мгм. И в этот момент я вижу, что в его сердечную чакру входит эта какая-то темная энергия. Именно там, где чуть-чуть только держится душа за серебряную нить. Мгм. Там входит какая-то энергия, она похожа, вот какая-то плита с какими-то такими бороздами. Странная такая энергия, тяжелая, она туда заходит. И он говорит, мы тебя излечим, и принимает вид какого-то доктора, и так пишет, как будто бы рецепт пишет, показывает Владимиру, и Владимир ставит подпись. Мгм. Я хочу посмотреть, что это за рецепт. Смотри. Там по этому рецепту ему выдается жена с тещей. Мгм. Понятно. И говорится о... Ну, там много всего. Зеланд там ему выдается. И говорится, что это будет тренировать его Мгм. дух.
То есть все под видом скорой помощи. Так они это быстренько, деловито все сделали. А Владимир возвращается в свое тело и смотрит вот так на эту энергию, которая начинает расползаться по его телу. То есть он хочет как бы успокаивает себя, что все хорошо, потому что на физическом плане он уже видит соответствующие действия. Там же врачи бегают, ему помогают, какие-то инъекции, то есть идет такое непонимание, что происходит, на каком плане, что на физическом плане происходит, а что на эфирном. Хорошо. Покажи это все Владимиру и спроси у него, видит ли он это все. Да, он это видит, и я вижу, что он эту плиту, которая, эта энергия, которая разделяла его эфирную часть, то есть понимание вот этой коммуникации между подсознанием и сознанием, вот эту часть, которая блокировала его проникновение в его внутренний мир, он берет вот так отсюда, с левой стороны. Я вижу, что это как раз та энергия, которую они дали ему. Угу. Он приносит эту энергию, отдает. Я говорю, чтобы он вернулся именно в тот момент, когда происходило подписание этого контракта. И зашел за секунду до того, когда он согласился, чтобы сейчас он расторг этот контракт. Пусть напишет. Расторгаю. Он пишет «отвергаю». Я говорю, чтобы он написал «отвергаю», «расторгаю», все, что хочет. Так, что происходит? Сейчас одну секундочку, потому что я не поставила отражатели, они вот так там и стоят, как будто бы в пустыне. И пошло воздействие от пульта. Сейчас я его убираю. Вот. Сильная боль пошла. Я это убираю, замораживаю их и ставлю в отражатели. Угу. Хорошо. Так. Ничто не помешает Владимиру расторгнуть контракт с темными. Угу. Я вижу, как он меняет это событие. И я вижу, что он меняет это в таком плане, что он вот вынимает эту энергию. Я вижу, что ему делают как реанимацию, реанимационные какие-то мероприятия. Угу. Он меняет эту ситуацию таким образом, что идет постоянно вот этот шантаж. Он слышит даже вот после расторжения контракта, что мать этого не переживет. А он, да, переживет. Угу. То есть вот эта манипуляция не сработала. И серый вот так вот не получилось. Вот. Я говорю, чтобы он приказал этим сущностям немедленно забирать все эти подключки, чтобы он освобождал все свое тело от этих подключек, привязок, от этих имплантов, чтобы он приказал, чтобы они забирали все это себе собственными своими руками, не прикасаясь к его энергосфере. Я говорю, чтобы он просканировал все свое эфирное, физическое и энергетические тела, отдал все, что этим тварям принадлежит, все импланты, подключки, программы,
очистил всю свою ДНК, физическую и эфирную, от присутствия этих энергий и гибридизации. Вот я вижу, что сильное воздействие шло на голову, гибридизация скрыта. Он так по чуть-чуть там типа выходит. Я говорю, чтобы он ускорил этот процесс, приказал просто на раз, два, три все убрать себе и очистить полностью все свое пространство. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Я говорю, что сейчас он может с этими интерферентами сделать все, что он хочет. Он может их сжечь, убить. Говорю, главное, вот еще какая-то щупалец лезет, никак не вылезет. Я говорю, чтобы он приказал немедленно покинуть его пространство, все вытолкал, наполнялся высокочастотными энергиями, все отдавал, что им принадлежит, гибридизацию, все очистил, все свои пространства. И он может их, он берет как мешок их. Я говорю, что он может убить бомбу в них, что он хочет. Он бросает бомбу в этих сущностей и остается только пепел. Я говорю, чтобы он взял энергетическую метелочку и все в портал на уничтожение. Да, он это сделал, портал закрыл. Хорошо. Как сейчас выглядит его эфирное тело? Он себя осматривает. Я говорю, все ли он убрал свои энергосхемы. Снова вот эта энергосхема. Говорю, что за схема? Есть ли в его пространстве какая-то энергосхема, которая ему не принадлежит? Есть. Он вот так вот показывает, снимает как пояс с третьей чакры, и он показывает, и оно считывается, что как бы повторение той же, это как матрица информационная, и оно повторяет форму, накладывается вот это, когда его теща вот так вот выбросила эту штучку. То есть я говорю, что там произошло. Он мне показывает один момент. Так. Да, один момент, откуда начала вот эта схема появилась в его древе генетическом. Что это за момент? Сейчас я посмотрю. Подключка идет в сектор магии и колдовства. И я хочу посмотреть, что происходит. Там не происходит какого-то магического специального воздействия, но я вижу сам момент родов. Я говорю, каких родов, чьих родов. И он показывает, что во время вот этого подписания контракта, это его история. Я говорю, хорошо, пусть он покажет, что произошло в тот момент, что за схема. Он не показывает, как эти рептилии дают ему. Ага, вот оно что. Вот это такая серая плита, вот она была с такими какими-то бороздочками. Я это обратила внимание, какая-то она странноватая. И он сейчас показывает, что внутри это было как какое-то, как плата, как программное какое-то обеспечение. Странно. Я говорю, чтобы он показал, где эта плата находится в его теле. Это похоже на микроскопический чип.
Я спрашиваю, кто его поставил? Это доктор поставил или это поставили эти сущности? Он как-то одновременно показывает и на сущности, и на доктора. В одно время, да? Да, и я вижу, что это выглядит как такой малюсенький какой-то квадратик темно-зеленого цвета, и оно выглядит, какие-то жилочки, там прожилки идут, точно похоже на какую-то плату, на антенку, на вот что-то такое. Я говорю, чтобы он показал, где оно. И он снова снимает вот это генетическое древо. Я говорю, это было внедрение в его генетику. Ага. Я Мгм. говорю, что он может зайти в тот момент, когда он разрешил этой схеме встроиться в его собственную энергетическую схему, естественную матрицу, скажем так, и убрать эти все негативные программы воздействия. И этот чип, он у него находится буквально как чип. Сейчас я найду свое тело, вот где-то вот здесь. Не знаю, как будто бы находится оно то ли под кожей, то ли На внутри. физическом теле оно находится Да, где-то. оно находится на физическом теле. Оно считывается как материальное, и оно, я сейчас хочу посмотреть, где оно у него находится. Мгм. Давай так. На счет 3 ты увидишь точно, где находится этот чип. 1, 2, 3. Я вижу, что он находится вот в кишечнике, между, то есть в пространстве, как бы со стороны вот там стенка кишки, и оно вот там находится, Мгм. приклеено. Ну, в брюшной полости, да? Да, 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 в брюшной полости, вот там как-то вот так приклеено. А почему именно в кишечнике? Энергообеспечение поддерживает этой схеме. Я говорю, чтобы он своей энергетической рукой достал эту схему, залечил. Оно имеет подключку к его семейникам, то есть оно влияет на генетический код. Я говорю, чтобы он убирал эту схему, чтобы он ее убрал в том моменте, чтобы он зашел в тот момент перед тем, как его установили, этот имплант, и отменил свое решение таким образом, что он запрещает ставить этот имплант. Потому что я вижу во время подписания контракта было воздействие и на эфирное тело, и на физическое. Я говорю, чтобы он зашел, и вот это связано с доктором, с физическим доктором. Мгм. И в этот момент, когда он изменяет это свое решение, доктор с такой какой-то иглой, ну, его просто вот так выталкивает, и он как будто к этим интерферентам в тот сектор улетает. Буквально его выталкивает от тела ребенка. И сейчас он вытаскивает себя вот этот имплант, и такие ниточки, как ниточки, вот к семейникам, вот так вот он это все вытаскивает. Я говорю, чтобы он отдал это этим интерферентам, и сейчас он может их наказать, потому что им было приказано немедленно забрать все подключки, все импланты. Как они посмели вообще оставить этот имплант?
Я вижу, что он как будто бы молотком их стукнул по голове, и они стали такие плоские. И я вижу, как он эту плату завертывает, заворачивает в такой же трубочку, такой ролл, который был у этой тещи. Мгм. Отдает им и посадил их вот так в какой-то костер. Они сгорели, и он это выбросил в портал. Портал закрыл. Сейчас я говорю, чтобы он распространил свет равномерно по всем своим эфирным телам, по физическому телу, восстановил целостность, убрал все изъяны. Да, он хочет вернуться, набраться чистой энергии. Мгм. Я говорю, что сейчас он может пробудить свою генетическую память, убрать в своей генетической памяти все установки, программы, энергии, которые мешают ему. Ух ты! Он как будто бы отодвигает сейчас огромную дверь каменную. Я говорю, чтобы он убрал все препятствия, мешающие ему вспомнить, кто он есть на самом деле. И он берет этот глыбу камня и бросает. Я говорю, что он может сейчас вот этот камень вот отсечь, закрыть и стереть даже со всех информационных полей тот момент, когда была закрыта его генетическая память. Он может открыть и убрать все программы мешающие. Я говорю, что он сейчас может вернуться по шкале времени в тот момент, когда во Вселенной не было зла, не было врага. Он был тогда, он знает, и он может вернуться в тот момент, чтобы наполниться этими энергиями первозданной чистоты. Получается? Он ныряет. Да, он вынырнул в том времени. Немножко не то время. Я говорю, что он должен поставить себе сначала цель, что он вернется в то время, когда были фрактальные, чистые, священные энергии и не было зла. Да, он еще раз нырнул. Он выныривает в том пространстве. Ух ты, удивляется. Я говорю, что это он жил там, он помнит. Это его собственные энергии. Вот это связано тоже с звуком каким-то. Я говорю, чтобы он наполнился энергиями абсолютной чистоты, жизни, радости, счастья, достатка. И возвращался обратно в наше рабочее пространство, в наше субъективное время. Да, сейчас он смотрит на себя, у него эта энергия как-то кусками. Там, там, там. Я говорю, чтобы он равномерно распределил ее по всем своим эфирным телам, по своему энергетическому телу, по своему физическому телу, выровнял все потенциалы электрические в своих всех энергетических телах, выровнял всю энергетику в своих эфирных телах, восстановил целостность, вылечил все изъяны, чтобы он взял, просканировал ДНК этих высочайших энергий абсолютной чистоты. Он на нее смотрит, как смотрит ювелир. Мгм. Я говорю, чтобы он считал ДНК этих энергий и может взять это за эталон и восстановить всю свою энергосистему,
все свои эфирные тела, физическое тело, все процессы в соответствии с этими высокими вибрациями жизни, свободы, радости, счастья, достатка. И все, что не соответствует этим программам, энергиям, он может просто или выбросить, или перемодулировать. Я вижу, что он вытаскивает денежные блоки, они находятся в нижней части его тела, выбрасывает в портал. Я говорю, чтобы он восстановил энергетический баланс, и вместо этих темных энергий, которые блокируют его развитие, его самовыражение, он может наполниться энергиями первозданной чистоты, слиться с потоками вселенского изобилия, потому что это не конкретное место, это означает наполнить свое пространство теми энергиями, которые присутствуют в свободных вселенных. А там всем всего хватает, там достаток всего. Я говорю, что он может убрать страхи из своего пространства, удалить их, причины всех страхов. Я говорю, что он может убрать чувство вины, он ни в чем не виноват. Он выбрасывает. Я говорю, что он может посмотреть на себя и оценить, и убрать программы на саморазрушение, самоуничтожение, потому что он достоин жизни, он часть чистой вселенной, часть первотворца в его душе, он его копия, и он творец своей жизни, своего пространства. Сейчас я говорю, чтобы он очистил свою пятую чакру от этого блока, выбросил эту программу, мешающую ему его познанию, в первую очередь, себя как божественной личности и проявлению в этом физическом плане, полной реализации. Я говорю, чтобы он убрал блоки из 6 и 7 чакры, все то, что мешает ему быть абсолютно свободным, все, что мешает ему воссоединиться с потоками вселенского изобилия, жизни, понимать свое высшее Я, наладить контакт, все эти упреждающие программы и энергии он может просто выбросить. Он выбрасывает. И импланты еще. Я говорю, что он может их тоже выбросить, как антенны. Я говорю, чтобы он вытаскивал эти импланты вместе с этими программами, которые они в себе несут. Снова эти появляются интерференты, он им отдает. Я говорю, чтобы он им приказал немедленно убрать все. Как они вообще посмели еще что-то оставить? Я говорю, чтобы он восстанавливал, наполнял свою 6 и 7 чакру, а также свою рациональную часть энергиями вселенского, вот этих фрактальными энергиями жизни. И выталкивал эти все взаимодействия этих имплантов с его физическим разумом и восстанавливал целостность своей рациональной части до этого уровня, эталона. Выталкивал все то, что ему не принадлежит, все подключки, импланты, программы, восстановил целостность всех своих энергетических структур. Вот, включается 6 и 7 чакра. Вот это все выбросить в портал и сжечь все эти импланты, приказать убраться с его пространства. Все, закрывает портал. Сейчас я говорю, чтобы он восстановил до нормы свою всю энергосистему. У него есть эталон. По этому эталону что-то его тормозит. Уже появились крылья и что-то еще тормозит.
Что это? Какая-то у него конструкция внутри находится. Пусть покажет, что это за конструкция. Эта конструкция, она находится как будто бы какая-то решетка. Я говорю, кому принадлежит эта решетка. И я вижу его жену, которая находится в секторе магии и колдовства. Угу. Она так как-то вальяжно сидит и говорит, мы с мамой. Угу. Мы с мамой. Эта решетка выглядит как огромное в виде такого яйца. Энергия такая агрессивного цвета, красноватого. Угу. Я ее спрашиваю, что она тут делает вообще-то в пространстве Владимира. Но она заявляет, что она его жена. А я говорю, не имеет значения. Человек каждый абсолютно свободен. И Владимир не просил тебя находиться в его снова схема, видишь? Угу. Считывается просто в его энергосистеме. Я говорю, что это нарушение прав свободы воли, что каждый человек должен находиться на своем месте. И я вижу, что она у него находится не с той стороны, где должна находиться жена. Она находится со стороны, с правой стороны, где должен находиться муж, как глава семьи. И она на него вот идет такое свечение, то есть она транслирует, перенесла на него эту программу. Ну, понятно, это же все по этим, по планам интерферентов. Да, от нее идет вот все расписали. Сектор интерферентов. Я говорю, что она нарушает закон Вселенной. И если она не хочет сейчас получить откат, то она имеет шанс сейчас убрать собственными руками эту конструкцию. Я говорю Владимиру, что он хочет сделать. Хочет ли он ей отдать? Он ей отдает. Она забирает и уходит туда, в нижний портал. Я говорю Владимиру, что чтобы он эту привязку к своей жене убрал. Также к теще, к дочке и ко всем остальным людям. Потому что человек должен быть абсолютно свободен и выстраивать свои отношения на основе свободных потоков энергии. Я вижу, что он снимает как пояс такой, на котором много-много вот этих привязок. И он это все выбрасывает. И оно утягивается и уходит в сектор интерферента. И оно связано как-то с головой. То есть зацепляется за... Я говорю, что это его решение, и он может пойти в тот момент, перед тем моментом, когда он принял решение, что ему нужна эта конструкция ограничивающая. И я вижу, что он идет в момент свадьбы, и он в эфирном плане отменяет свое решение жениться. И эта конструкция падает и уходит. Я говорю, чтобы он отсек ее и выбросил портал на уничтожение. Да, он это сделал. Портал закрыл. Сейчас он свободен, поднимает руки, крылья, радуется. Так, я вижу, он показывает, вот так поставил свою дочку. Да. Его дочка тоже находится в такой же конструкции, как и он. Выглядит как будто бы яйцо.
А посмотри, она в чьей энергосфере находится? Она ни в чьей энергосфере не находится. Мгм. Хорошо. Дитё находится в энергосфере свободного родителя, то есть родитель, который берет ответственность за ребенка, а не пытается его поработить и сделать из него послушного раба. Потому что ребенок должен вообще-то находиться в энергосфере матери. Но я вижу, что мать отдельно, ребенок отдельно. Мгм. Хорошо. Так, как выглядит? Отсоединись от Владимира, посмотри на дочку, Наташу. Но она выглядит вот, она заблокирована в этом энергетическом яйце. Эти полосочки, они как антенны транслируют эту, ну вообще это похоже на такую техномагическую конструкцию. Хорошо. Пусть Владимир передаст информацию о своем освобождении, и пусть его дочь, Наташа, по такому же алгоритму все выполнит. Ну, я вижу, что он передает ей информацию, и он, я вижу, что он воспользовался правом отца, он снял с нее эту конструкцию и выбросил в портал. Я говорю, чтобы Владимир отсек все эти программы, подключки, у нее подключка в сектор интерферента. Я говорю, что он может запретить интерферентам вторгаться в пространство его дочери, что он сейчас с дочкой может пойти, чтобы он ей объяснил, чтобы она отменила этот контракт. Мгм. Я говорю Наташе, чтобы она повышала свои вибрации, точно так же, как делал ее отец. Он показывает, он дает вот так вот эталон этих энергий. Я говорю, что Наташа тоже может вернуться в своей генетической памяти в тот момент, когда она была абсолютно свободна, в свободной вселенной, и взять оттуда эти энергии абсолютной чистоты, здоровья, свободы, наполнить всю свою энергосистему этими энергиями, приказать убраться всем интерферентам с их подключками, имплантами и программами. Ну вот, она же подключена как бы к матери. Мгм. Она хотела войти в энергосферу Владимира. Я говорю, что Владимир может взять свою дочь в свою энергосхему. Снова схема. Да что это такое? Но не получается, потому что дочь привязана к матери, к этому порталу. И снова только она сняла это яйцо, и оно снова, как клетка, образовалось на ней. Так, то есть что это значит? Не получится сейчас это убрать? Я говорю, чтобы Владимир еще раз передал информацию своей дочери. Он еще раз, она смотрит на мать, осознает, поднимается вверх. Он берет ее как бы на руки, и вот так они вдвоем отбрасывают эти энергии. Они такие, как искусственные. Они похожи на тоненькие такие полосочки фольги красноватого цвета. Красный цвет считывается как агрессия. Мгм. Я говорю, что они могут переноситься вдвоем в те пространства, где они будут недосягаемы этим низковибрационным энергиям, этим программам. Я говорю, что Наташе, что только она вправе решать, как ей жить,
И она хозяин своего пространства, и сейчас она может решить, нужны ли ей эти подключки и ограничения, эти программы или нет. Она говорит нет, берет ножницы и отсекает. Я вижу, что Владимир как берет ее в свою энергосистему, снова схему. А схема почему? Потому что девочка от нее не отключается, она в ней внутри. Мгм. Потому что нужно как бы... ну, девочка находится в энергосистеме матери. Ну хорошо. Я говорю, что Владимир может передать информацию о своем освобождении своей жене, своей теще и всем своим родственникам, Да, всех, которых он перечислил. живым, ушедшим. Пусть каждый, кто хочет, может воспользоваться этой информацией. Пусть он оставит информацию в свободном доступе в эфирном пространстве, если хочет. Да, он это делает. Мгм. Но у него начинаются сейчас понижаться вибрации из-за дочери. Я говорю, что так дело не пойдет, что он должен понимать, что от его духовного развития зависит не только благосостояние его дочери, а даже всего его пространства, потому что те энергии, которые будут в нем, в его энергосфере, внутри, они будут резонировать с теми событиями, которые находятся во внешнем пространстве. И эти низковибрационные люди, события, они просто будут отпадать от него. Они не будут встречаться в его жизни. Поэтому он должен взять курс на свое духовное развитие, на свободу, на самопознание самого себя, потому что только познав себя, можно познать мир и Вселенную. Да, он это осознает, я вижу, как повышаются его вибрации, Мгм. но он все равно что-то ему мешает. Ему очень сильно что-то мешает. Пусть покажет, что это. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Но на самом деле он находится как в клетке. Эта клетка, вот это яйцо, это его его брак. Почему он от него еще не избавился? Потому что он женат. Я говорю, что он может избавиться от этого всего на эфирном плане. И эта свободная программа будет транслировать эти энергии свободы в его внешнее пространство. И что эта ситуация решится самым лучшим образом, самым гармоничным, сама собой. Она самым гармоничным образом разрешится для высшего блага его дочки и всей Вселенной. Что он не должен сейчас переживать, как оно будет, что будет на физическом плане. Самое главное, вот эти настрои и программирование себя на успех, на свободу, на плане эфирном. Вот это ему понравилось. Он просто убрал эту программу. Я говорю, что его физический план выстраивается по плану его эфирного. Поэтому нужно поддерживать свой внутренний мир и гармонию, и тогда это все придет во внешнее пространство. Сейчас он, да, вот это мне нравится уже, он как ангел, и он так руками и крыльями, и вот это
оболочка, этот шар еще один какой-то, тоже этого цвета, оно разорвался. Я говорю, чтобы он отправил. Образуется подключка в сектор интерферента. Я говорю, что он может зайти в тот момент, когда он, вот, подписание контракта, свадьба, вот оно откуда идет. Я говорю, что сейчас он может посмотреть, какой ему подсунули фиктивный контракт во время бракосочетания. Ага, взаимодействие с этими энергиями, то есть через его жену, через его тещу, у него как бы в то время, когда он подписывал документы, как будто бы контракт был, что он соглашается взаимодействовать с этими энергиями своей жены. Я говорю, что он может зайти в эфирном плане, потребовать этот контракт сложный и расторгнуть его. Он это делает. И сейчас это какая-то как плотная ткань этого рода, такого цвета терракотового. Она падает с его энергосферы. Я говорю, чтобы он ее уничтожил, отсек, отдал этим интерферентам и отправил в портал. Он это сделал. Портал закрыл. Хорошо. И сейчас быстро поднимается вверх, он свободен. Крылья свободные? Да, крылья свободные, все свободно. Так, нога, левая, правая нога. Куда-то тянется, что-то подвязано там. Я говорю, что это его программа, это его решение. Он может зайти в тот момент, когда он решил, что его что-то там тянет в нижних пространствах, в низких вибрациях, и от этого отказаться. Ну вот. Ну вот выглядит как ангел. Так, хорошо. Спроси у него, ему еще что-то мешает? Ну, я вижу, что у него этот процесс только пошел. И ему нужно вспомнить его прошлое воплощение. Я не буду говорить. Он сам вспомнит. Хорошо. Хорошо. Тогда давай пробежимся по нескольким вопросам. Такой вопрос. Славянский обережный символ – коловрат со звездой Руси. Почему жена и теща так не хотели, чтобы он его носил? Ну, я вижу, что он как-то сливается с его собственными вибрациями. Он усиливает свои собственные вибрации. И такой резонанс идет. А им-то не нравится, конечно, да? Да. Хорошо, понятно. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Посмотри, как на Владимира влияет мантры Дева Премал. Позитивно или негативно? Негативно. Ну, человеку это не нужно. Потому что все работает, воля все включает, изменяет. А вот эти разные практики, то есть они уводят человека от его внутреннего, они обращают внимание на какие-то внешние. Я вижу, что это какие-то как на наклейки искусственные на его энергосферу. Это поддерживает вот эти программы, программа-схема,
То есть эти практики, они поддерживают вот те вибрации этого микрочипа, который был. Мгм. Вот то же самое касается и медитаций, особенно групповых медитаций. Они просто не нужны, они опасны. Они опасны почему? Групповые медитации любого плана, абсолютно любого, опасны. Вот Владимир знает, он много читал Александра Свияша. И Александр Свияш – это профессор, это психолог, который знает о психологии, как говорится, не с первых уст. И что он пишет? Он пишет, что во время медитаций человек должен находиться сам с собой в комнате. Человек должен позаботиться, чтобы во время медитации никто не пришел, что-то там не рявкнул. Он пишет, что медитация должна быть осознанной, то есть она должна быть записана, прослушана, оценена своим внутренним критиком. Что происходит, кто собирает, это эзотерики знают, это же не секрет. Это эзотерики, которые очень любят вот эти разного рода создаватели эгрегоров. И они же говорят, что тот, кто собирает вокруг себя группы поддержек, групповые медитации, на самом деле собирают жертвы. Это точно так же, как во время войны людей безоружных, как пушечное мясо, под прицелом автоматом бросали на передовую, чтобы заткнуть вражеские танки их кровью. Они бросали их как жертвоприношение. Точно так же собиратели этих медитаций групповых, что они делают? Они акцентируют внимание на себя. Сам же человек, который сам свободен, он никогда, ему не нужно собирать чьи-то энергии. Ему в голову не приходит, чтобы собирать вокруг себя группу поддержки. Почему? Потому что он самодостаточный. Только человек, который подключен к эгрегору, который подключен к какому-то источнику, он сам обесточен, и поэтому ему нужна энергия многих. Поэтому он собирает вокруг себя вот эти групповые медитации, любого рода закрытые группы, где занимаются там уже не теми вещами, чем нужно, а распространяется вот клевета, чтобы манипуляции разные. Поэтому в этих вопросах нужно очень быть компетентным, точно знать психотипы людей. Их на самом деле можно там 32, 16, 8, 6, 4, но их на самом деле только 2. Это нормальные люди и ненормальные. Нормальные люди живут нормальной жизнью, они заботятся о своем пространстве, о своей свободе. Их интересует в первую очередь это их личное пространство. Поэтому они уважают и любят себя, и уважают и любят других. Ненормальные – это люди, которые тоже там можно их уже делить на много групп, потому что нормальные уже ни на что не делятся. А ненормальные уже можно делить на разные группы. Это любители разных партий, любители разных эгрегоров, практик и так далее, и так далее. И они чем занимаются? Они собирают энергию людей, у них манипулятивные наклонности, они не уважают и не любят себя. Почему? Потому что они находятся внутри других каких-то структур. Поэтому им не хватает энергии, и они ее пытаются взять извне. Поэтому они начинают собирать вокруг себя людей-жертв. То есть кого бы принести в жертву этому эгрегору, этой сущности, с кем подписали контракты, ну и так далее. Что касается йоги. Вот. Йога, если идет растяжка физического тела, это же прекрасно.
Но Просто если как... сюда, да, если сюда вплетаются какие-то уже идеи религиозного какого-то характера, какой-то эзотерики, здесь уже нужно быть осторожным. Вот почему взять, например, методику, которую дает Александр Свияж. Прощение себя. Это же прекрасные методики. Все нацелено на работу самого человека с собой. Если взять работы других психологов, которые занимаются тета-хиллингом, что это такое? Это смерти подобно. Почему? Потому что там идет уже совершенно, то есть похожая техника, но уже совершенно не то. Там уже подключки идет много групп людей, там уже идут эгрегоры, там уже идут воздействия с этих энергетических каких-то порталов. Ой. Короче, Владимир должен в этом вопросе разбираться сам, потому что грань между этим всем очень тонкая, и нужно разбирать и чувствовать каждый конкретный случай. Хорошо, Вика, отсоединись от этой ситуации. Еще осталось пару вопросов. Посмотри, как влияет на Владимира практика Эми Сергея Змеева. Позитивно или негативно? Она, я не знаю, понятия не имею, что это за практика, но я вижу, что она влияет, она подавляет какую-то его... Во-первых, этот человек находится в секторе колдовства. То есть его методики, он тоже имеет подключку к нижнему порталу. То есть я не хочу сказать, что прямо все там плохо, но когда вот идет речь об этой практике, что-то это тут противоестественно, скажем так, похоже на насилие, потому что насилие над собой, оно также наказуемо, как и насилие над другими. Здесь не гармоничная практика. Я думаю, что Владимир в этом разберется. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Так, последний вопрос. Сравни, пожалуйста, музыку на частоте 440 Гц и 432 Гц. Можешь вывести на два экрана одновременно и посмотреть, как влияет 440 Гц и 432 Гц. Где позитив, где негатив. Не получается. Давай так. На счет 3 тебе придет ответ. Музыка на частоте 440 Гц, она влияет на человека позитивно или негативно? 1, 2, 3. Я вижу это каким-то квадратом. Оно находится вот как бы в негативной стороне. Хорошо. Так, теперь на счет 3 тебе придет ответ. Музыка на частоте 432 Гц влияет на человека позитивно или негативно? 1, 2, 3. Но мне приходит, что здесь какая-то неточность в вопросе. Я вижу, что это как-то, в целом музыки, но в эфирном пространстве все очень конкретно, и здесь как-то не так. Я думаю, что чтобы в этом разобраться, нужно сделать более глубокое расследование и сделать вопросы по-другому поставить, потому что это же ноты какие-то, еще что-то. Нельзя это, оно не приходит точного. Хорошо. Потому что я вижу вот какие-то там линии, какие-то полоски. Ну что это такое? Это нужно как бы потратить время, чтобы... Конечно, если бы музыкант какой-то задавал вопросы, точно так же, как меня много чего интересует с историей,
Но чтобы разобраться в каких-то этих вопросах, ну, нужно, чтобы историк задавал вопросы. То есть человек, который понимает, о чем речь, да? Мгм. Хорошо, Вика. А Отсоединить. такие конкретно, ну, М, в эфирном пространстве все очень конкретно. Если говоришь, например, посмотри, то это не значит увидеть. Посмотреть и увидеть, даже в этом вопросе совершенно другие действия в эфирном пространстве. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Посмотри еще раз на эфирное тело Владимира и спроси у него, мы все для него сделали на этом сеансе? Сейчас он показывает и говорит, что у него еще очень много работы. Я ему говорю, да, это его внутренняя работа. Поменять программы, каждый день развиваться, делать новые решения. Вместо него это никто не сделает. Что самое главное, что он сейчас свободен, и ему никто не будет мешать. Принимать верные решения. Да. Да? Хорошо. Тогда спроси его, мы можем завершить работу для него? Он говорит, да. Но я, да, он интересный человек, с ним какая-то вот звуки связаны. Звуки? Вот если бы я была музыкантом, я бы сказала, что это за звуки. Мгм. Ну, возможно, ему в этом направлении надо будет двигаться, если он захочет. Я не Хорошо. знаю, это с его пространствами связано, с его... Восприятием. Да? Да. Хорошо. Тогда давай прощаться с ним. Мгм. Проверить пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, всё чисто. Тогда будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Так, Владимир, включайте микрофон. Ой, что-то я тут локации свои поменяла. Так, Да, интересно, Владимир, конечно, интересно. у вас еще один вопросик был по поводу, как защититься, например, когда вы идете загранпаспорт получать, да? Да, Чтобы да. вот это вот не поставили метку. Мгм. Все очень просто. Вы, допустим, садитесь перед камерой, когда вас собираются уже снимать, и вы мысленно устанавливаете экран энергетический. Все. Потом, Мгм. когда эту процедуру сделана, тоже мысленно можете смять энергетическими руками и в портал выбросить. Все. Ясно, ясно, ясно. Мгм. То И есть, защита. Мгм. если вы забыли это сделать, например, во время этой процедуры, а вечером вспомнили, ложитесь спать, вернулись в то время и это сделали. Все Мгм. точно Ясно. так же, как мы работали с вами. То есть это на самом деле вы эти практики проделали сами. То есть вы это все сами сделали. Ясно, спасибо. Ну и такой вопрос, допустим, какую-то энергозащиту ставить, например, ну, в виде, не знаю, там, Тора там или еще какие-то, вот как, Ну, например... смотрите, именно Тор – это ваша личная энергия. Да? Тор включается тогда сам по себе. Это только тогда, когда вы наполнены высокими вибрациями и когда нет оттока энергии. То есть вы должны научиться, живя среди людей, которые, образно говоря, вампирят, не разрешать им вампирить вас, то есть не отдавать им энергию. То есть на физике там есть приемы. Вот, например, Марк Бартон очень хорошо
описывает, очень хороший психолог, как общаться с людьми, абьюзерами, да? Потому что абьюз, он и есть абьюз. Это человек, который не уважает пространство другого человека. Да? Как раз, извините, просто вас перебью, как раз то, что у меня вот и происходило в семье. То есть там действительно вот с таким явлением и повседневно приходилось сталкиваться. Вот. То есть в этих вопросах нужно разбираться, потому что, ну, как это неприятно говорить, но с такими людьми взаимодействовать нереально, невозможно. То есть их нужно просто устранять из своего пространства. Потому что они не подлегают изменениям вообще. Да. Ясно. Потому что есть люди-манипуляторы, которые манипулируют, потому что они не знают, что они хозяева своего пространства, им плохо, у них энергии не хватает. Но как только где-то там забрежет такая какая-то надежда, и они начинают понимать, что они на самом деле хозяева своего пространства, они быстренько от этой манипулятивной схемы уходят. Это им очень быстро удается сделать. Но человек, который как сам манипулируемый, у него это связано с моделью его строения, его энергосистемы. Ее же нереально переделать. Он такой родился. Так что в этих вопросах нужно разбираться и быть осознанным, да, чтобы как это с ними... уже ваша работа. Да, это ваше решение, это ваша работа. Да, тоже работа. Так, ну что, еще у меня вопрос. Вы разрешите опубликовать вашу запись? Вы знаете, не хотелось бы. Не хотелось бы? Да. Хорошо. Мы ваше решение принимаем. Вы можете сохранить эту запись, если хотите, здесь в нашей группе. Через минут 3-5 появится видео, и вы можете ее сохранить, если захотите. Хорошо, спасибо, сохраню. До свидания. Ну, спасибо вам большое. Работайте над собой. Пожалуйста. Буду стараться. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. До свидания. До свидания.